На каждое или действие есть противодействие. Однажды один европейский король для спасения людей от предстоящего голода приказал им выращивать новый продукт питания – картофель. Фермеры наотрез отказывались выполнять приказ короля. Тогда он стал выращивать картофель на королевских полях и приставил к ним охрану. В ответ люди начали воровать запретный плод, и вскоре подпольное производство картошки увеличилось. Эта легенда хорошо иллюстрирует когнитивное искажение – реактивное сопротивление. Это неудержимое желание поступить вопреки призывам, правилам или приказам, которые угрожают свободе выбора человека. Проще говоря, нам может не понравиться, когда кто-то насильно пытается изменить наше поведение или точку зрения. Поэтому мы станем защищать свою свободу, даже если это вредит нам самим. Назло бабушке отморожу себе уши. От чего же зависит появление и сила такого сопротивления? От уровня понимания. Во-первых, насколько нам важно то, что ограничивается. Во-вторых, насколько нам важно то, что заставляют сделать. Например, взрослые просят ребенка помыть руки, а он не понимает важности мытья рук и хочет поиграть. Взрослые этого не учитывают и сильнее на него давят. В ответ ребенок еще мощнее сопротивляется. В итоге усиливается конфликт, от которого страдают и ребенок, и взрослые. Потом, вместо признания своего провала в коммуникации, взрослые могут переложить ответственность на ребенка, назвав его трудным, а сам конфликт посчитать результатом переходного периода. Однако взрослые не виноваты, ведь их с детства этому не обучали, поэтому реактивное сопротивление свойственно и им тоже. Так, введение сухого закона может повысить количество нелегальных производств и усилить недовольство по отношению к запретителям. Пол-литра. Пол-литра. Вдребезги. Конечно, вдребезги. Да я тебе за это... То есть, какой бы хорошей ни была агрессивно навязываемая позиция, реактивное сопротивление ее оттолкнет. А как не вызывать агрессию и сопротивление? Стоит попробовать принцип «но ты свободен». Не заставлять кого-то что-то делать, а мягко обосновать свою позицию и предоставить возможность выбора, следовать или нет полезным советам или просьбам. В эксперименте с игрой, требующей сотрудничества, подставной человек передавал одну из двух записок настоящим испытуемым. В одной записке требовался определенный курс действий, прямо говоря, что партнер должен это сделать. В другой записке предлагался возможный курс действий с перечислением альтернатив и преимуществ. Менее 40% выполнили указания в первом случае, и около 70% согласились с просьбой во втором. Важно, что реактивное сопротивление не предполагает, что человек осознает его. Ведь когда он осознает реактивное сопротивление, то приобретает более высокий уровень самостоятельности в выборе своего поведения. Видишь, что там написано? Это латынь. «Познай себя». Кстати, вы можете лучше познать себя, присоединившись к сообществу образа в удобной для вас сети и помочь многим людям, поддержав производство новых видео на Патреоне. Но, как говорится, наше право предложить, ваше право отказаться. Итак, верное понимание причин своего поведения уменьшает вероятность неэффективных и порой глупых поступков. Родители, врачи, политики, бизнесмены, блогеры, мужья и жены, не учитывающие реактивное сопротивление друг друга, будут допускать грубые ошибки в коммуникации. Так ссорятся союзники и так могут распадаться страны. Поэтому не стоит бездумно начинать священный бой, выбирая между добротой и правотой правоту. Хотя выбираете ли вы, а не информация, сформировавшая ваше мнение? И помните ли вы, когда именно ваше мнение стало вашим?